Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим основные события, которые происходили на этой неделе, что нас ждет и, соответственно, к чему готовиться и как будут себя вести рынки на предстоящей неделе. Ну, во-первых, сегодня торгуется саудовская и израильская биржа. Что мы видим? Здесь у нас по израильской бирже провал почти минус 4% за сегодня. И по саудовской бирже минус 1,5%. Это, конечно, еще не полный армагеддец, но это уже дает массу негатива на следующую неделю по тому, что будет происходить на мировых площадках и в том числе по нефти. Ну и вот, собственно говоря, динамика за 3 года, что происходило с котировками саудовской биржи, с израильской биржи. То есть, как мы видим, за 3 года снижение минус 10, минус 15%. Ну, это, конечно, не так много, но это говорит о том, что и роста нету. А с начала года на 30% попроседали. С начала года нефть минус 58%, индекс Мосбиржи минус 23%. То есть, видите, он упал несоизмеримо с нефтью. Ну и давайте посмотрим, что у нас было в пятницу касательно новостей. Так, число активных буровых установок по данным Baker Hughes почти на 20 штук сократилось. То есть, видите, они пошли вниз на фоне падения цены на нефть. Общее число тоже значительно сократилось. И что мы видим по нефти? А по нефти, кстати, лонги нарастили. То есть было 390, стало 440 тысяч лонгов у американских трейдеров. Так, ну вот куда ни кинь, все на нефть у нас выходит в начале. Ну давайте вот по поводу активных установок от Baker Hughes. Что мы здесь видим? Но на самом деле вот пик количества активных установок, да и простых установок, он был до сентября-октября 2014 года. Тогда были достигнуты исторические максимумы более 1500. Вот. Что мы видим по ценам на нефть? Где у нас 2014 год? Вот. Здесь с начала 2014 года они начали проседать. По инерции захеджированные позиции стоимости нефти удерживались, и сокращение вышек пошло только осенью, в то время как падение цен оно началось еще в июле, в августе. Видите, немножко некоторый временной лаг. Далее, когда у нас цена на нефть упала до минимума, минимум был в январе 2016 года, здесь что мы видим? Ну где-то к маю 2016 года были достигнуты минимумы по количеству вышек, там 318. Потому что с определенным временным лагом за счет финансирования, хеджирования и так далее. Вот, обратите внимание, что тогда 27 долларов за баррель было в январе, и сейчас, соответственно, что мы имеем? Текущее количество вышек, их в 2 раза больше, а цена на нефть спустилась ниже 20. То есть это говорит о том, что имеет место быть кризис перепроизводства нефти, он подтверждается даже с точки зрения количества активных вышек. И поэтому текущая ситуация в плане цен на нефть, она достаточно напряженная. Далее график добычи нефти Соединенными Штатами по неделям. Что мы видим? Что вот рост нефти, который происходил в последнее время, главный бенефициар этого роста были Соединенные Штаты. Они больше всего нарастили добычу. Видите, с 2014 года, ну с 2015 года, когда вот этот вот кризис по нефти произошел, падение цен на нефть, рост добычи с 8,5 миллионов составил до 13 миллионов. То есть более чем на 50% рост, там на 2/3 где-то. А если сравнивать с 2010 годом и с 2008, когда был кризис, то вообще здесь рост чуть ли не в 3 раза. То есть главный бенефициар роста цен на нефть, это, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. По крайней мере, их нефтегазовая отрасль, которая за счет этого вот развилась до просто сказочных высот. И поэтому, как ни крути, то есть низкие цены на нефть, это и удар по США. Да, в Соединенных Штатах там потребитель голосует за дешевую нефть, но, тем не менее, не надо забывать, что дешевая нефть приведет к краху нефтяных компаний, особенно сланцевых, и дальше по цепочке запустит банкротство всей страны.
Ну и, в общем-то, крупнейшие производители нефти мировые, это, конечно же, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, и на третьем месте идет Российская Федерация. Ну или в разрезе итогов 2019 года крупнейшие добытчики нефти — это Соединенные Штаты, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Канада, Иран, Китай, Арабские Эмираты, Кувейт и Бразилия. Ну и Нигерия идет на 11 месте с Казахстаном на 12. Ну и вот, в общем-то, по прогнозам разных американских аналитиков, банков инвестиционных, видят нефть в течение этого года по цене либо $5 за баррель, а кто-то $10-20 за баррель. Ну и вот сами сведения, которые предоставляют нефтетрейдеры, которые, в общем-то, общаются и готовят аналитику для Reuters, они прогнозируют, что в течение этого года к концу, ну или к четвертому кварталу ожидается падение спроса на нефть на 10%. Вот как раз падение спроса на нефть на 10%, оно где-то, скорее всего, если ориентироваться на кривую пересечения спроса и предложения по нефти, может привести к падению до $15-20 за баррель. Но это по моей предварительной оценке. То есть там уже пошел хардкор. Там вот только что вам показывал $5, $10 за баррель. Я думаю, скорее всего, таких цен мы не увидим. Но до 15-20 вполне могут спустить. Почему не может быть меньше $15 за баррель? Ну, скорее всего, не может быть. Я подумаю, я, может быть, отдельно передачу чуть попозже выпущу. Если время будет, я вам поясню этот момент. Да, вот прекрасные пейзажи заката нефтяной эпохи, по сути, мы можем наблюдать с вами. Но вот смотрите, на самом деле правильная постановка вопроса идет. Действительно ли Саудовская Аравия хочет уничтожить сланец американский? По сути, самые большие бенефициары, самые крупные роста цен на нефть и спроса на нефть — это Соединенные Штаты. Они оказались в наибольшем выигрыше, даже в большем выигрыше, чем Саудовская Аравия и Российская Федерация. Почему это так? Потому что, ну, во-первых, значительно вырос объем добычи нефти, это раз. Во-вторых, надо понимать, что нефть, которая добывается в Соединенных Штатах, это не та нефть, которая добывается в России и Саудовской Аравии. Ну, где, по сути, более или менее получается буришь скважину, и оттуда идет нефть. Ну, в России есть ряд сложностей. Эти скважины, во-первых, находятся в более экстремальных условиях, чем в Саудовской Аравии. Потом все-таки там особенности климата, которые усложняют добычу. Но дело в том, что в США добыча нефти, вот тот прирост, который был в последнее время, он за счет сланца. Сланец — это высокотехнологическая добыча, которая основана на применении новейших технологий, на их разработке и так далее и тому подобное. То есть, ну, грубо говоря, американская нефть, она типа более демократичная, потому что она уже идет с наибольшей прибавочной стоимостью, то есть надо кучу исследований научных провести, там технологии создать соответствующие, которые позволяют такую добычу производить. И поэтому добыча американской нефти, она по сути за собой развивает целые сектора экономики. То есть эти сектора экономики, они высокотехнологичные, они связаны с прокладкой труб или там с созданием хранилищ нефти. То есть это реально как бы американская нефть, она тащит очень большой сегмент экономики. И за счет этого развития они оказались в большом плюсе. Но опять же, здесь и ловушка кроется, что если сейчас все это дело рухнет, то то, что прикончит американский сланец, это может как карточный домик, в общем-то, удар нанести по американской экономике, по всей. Потому что там слишком много завязано и научно-технических разработок и вложений, и финансовая сфера. И сами эти нефтяники активно используют финансовые деривативы для снижения рисков и максимизации прибыли. Поэтому как бы для Америки, чтобы не говорили, то есть сланец, он настолько сильно интегрирован в американскую экономику, что вот это негативное воздействие на цены, оно может Соединенные Штаты сложить. Вот. Помимо этого, торговля нефтью, она ведется в долларах США, то есть доллар США, нефтедоллар — это ключевой
инструмент управления миром, и поэтому чем крепче позиция нефти и доллара в текущем формате, тем больше влияние Соединенных Штатов на мировую экономику. Однако сейчас появилась масса новостей о том, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Саудовской Аравией по поводу сложившейся ситуации с низкими ценами на нефть. И здесь надо четко понимать, что позиция Соединенных Штатов по отношению к Саудовской Аравии, она кардинально отличается от позиции США к Российской Федерации. Дело в том, что, в общем-то, Саудовская Аравия – это центр возникновения американского влияния нефтедоллара, и поэтому с саудитами США пока есть на мировой арене нефть, всегда будут пытаться по-любому договориться, в отличие от России. То есть у России здесь, скажем так, позиция, она достаточно слаба, потому что против нее на самом деле будут вести действия два игрока. Это не Саудовская Аравия, это США и Саудовская Аравия. То есть сейчас надо ожидать, что если не будут какие-то договоренности достигнуты в части снижения, то США, скорее всего, примут ряд достаточно суровых санкций по отношению к российским различным официальным лицам или нефтяным компаниям. Такое вполне может быть. Кроме того, надо четко понимать, даже если будут достигнуты договоренности о снижении добычи, то, в общем-то, деньги, которые зарабатывает бюджет, в частности Российской Федерации, это произведение цены на объем. И не факт, что рост цены за счет падения производства, оно как бы вот эту суммарную выручку и чистую прибыль максимизирует. То есть может получиться так, что снижение выработки будет таковым, что сохранение или восстановление цены, оно не окупит той просадки, которая возникает в результате снижения добычи. Ну и вот, в общем-то, позиция аналитиков Goldman Sachs заключается в том, что в этом году цена на нефть просядет до $20 за баррель и какое-то время будет находиться. Ну что, в общем-то, вполне соответствует падению на 10% потребления нефти. Ну и смотрите, таким образом получается, что ключевая страна, которая является бенефициаром высоких цен на нефть, как бы там ни заявляли про то, что американский потребитель очень любит и почитает дешевый бензин, но тем не менее, то есть Америка, она в наибольшей степени в выигрыше была от вот этих высоких цен на нефть, потому что это позволило ей развить новые технологии и значительно нарастить добычу. Если оперировать опытом 2016 года, когда были минимум по активным буровым установкам был достигнут спустя лишь 4 месяца после минимума по нефтяным ценам. То есть где-то 4 месяца потребовалось для того, чтобы заставить американских производителей посворачивать добычу нефти и тем самым привести спрос и предложение более или менее в соответствие. Сейчас ситуация, конечно, она более критическая в плане разбалансировки спроса и предложения, но с другой стороны и падение цен, оно гораздо сильнее, чем мы наблюдали в 2015-2016 году, вот здесь вот. И поэтому, ну, где-то, если следовать вот этой же закономерности, наверное, в течение там 4 месяцев с момента вот такого снижения цен произойдет уменьшение количества активных буровых установок, вышек в США. И таким образом можно по аналогии предполагать, что мы увидим какое-то равновесие и как следствие потом начнется рост цен на нефть. Вот. Но здесь, конечно, их достаточно большое количество. И с учетом того, что более стремительно упал спрос на нефть по ряду причин, экономический кризис, пандемия, то вполне как бы вероятно, что и мы увидим, во-первых, здесь стремительное снижение. Во-вторых, что, наверное, в отличие от 2016 года, вот эта вот низкая цена на нефть, она какое-то время здесь побудет. В районе 25, может быть, даже на 20 сходит, потому что значительная раскорреляция спроса и предложения. Но в любом случае, я думаю, эта ситуация с низкими ценами на нефть, она в течение 4, ну максимум 6 месяцев, она должна разрешиться. Может быть и раньше. Но более 4-6 месяцев, я так думаю, она, скорее всего, не продлится. То есть это может произойти и быстрее. Уже в мае пойти восстановление цен на нефть из-за роста спроса. Вот. А может
протянуться до августа, до сентября. Но это как бы следует, исходя из сопоставления графиков 2016 года и текущего года. Если посмотрим количество спекулятивных позиций по сырой нефти SFTC, SOT, то американские трейдеры наращивают количество лонгов с 388 тысяч до 440 тысяч. Надо понимать, что эта информация, она выходит с определенной временной задержкой, то есть она указывает на позиции, которые были там в середине недели, не прямо на пятницу. Но тем не менее определенная положительная корреляция достаточно высокая относительно прироста вот этих позиций и роста актива в начале следующей недели, она имеет место быть. И поэтому, следуя этой логике, скорее всего, на новой неделе, по крайней мере в понедельник, возможно, мы увидим позитивный отскок по нефти, исходя из позиций американских трейдеров. Если посмотрим данные по ММВБ, фьючерс апрельские по нефти, то здесь мы увидим, что здесь вот юридические лица, они делают ставку на то, что цена на нефть будет проседать в понедельник, потому что вот короткие позиции, они превышают длинные позиции, в то время как у физлиц у них обратная ситуация. Физики делают ставку на отскок по нефти. Сейчас мы перейдем к графику цены на нефть и посмотрим, кто здесь более прав. То ли американские трейдеры, которые лонги по нефти наращивают, то ли российские юридические лица, которые короткие позиции держат в большем количестве, нежели длинные. Но смотрите, по бренту здесь что у нас получается? Все равно идет движение вокруг 27. То есть да, там пробили, сходили на 24,5, но потом все равно вот в эту область вернулись. Поэтому с точки зрения месячного графика, месячного таймфрейма, здесь по сути до сих пор идет фигура двойное дно, которое пока не привело к какому-то кардинальному пробою и уходу там на 20, на 15. Это с точки зрения месячного таймфрейма. С точки зрения недельного таймфрейма, опять же здесь получается, что остановились фактически на сильном уровне. Там плюс-минус, совсем немного, но глобально не закрепились ощутимо ниже сильного уровня вот этого 27,1. И поэтому говорить о том, что здесь произошел пробой с точки зрения больших таймфреймов, пока нельзя. Так, но если мы берем с вами дневной таймфрейм по бренту, то у нас получается по дневному таймфрейму здесь произошел, скорее всего, разворот. Почему это так? Разворотная формация на растущем объеме и в придачу ко всему еще и на сильном уровне. Исходя из этого, по дневному графику, если опираться на дневной график, то наиболее вероятный сценарий – это движение сначала на 31 на новой неделе и потом отработка цели, которая находится в диапазоне 35,5-36,5, вот сюда вот. Разумеется, если последует движение вниз с пробитием 24,5 на растущем объеме, то здесь следующая цель движения, скорее всего, будет 18,5, 19,5 или даже $15 за баррель. Вот такие выходят пироги. Исходя из дневного таймфрейма, получается, что чаша весов в большей степени склоняется в пользу SOT SFTC и позиций лонговых увеличенных американских трейдеров. А российские юридические лица, они не совсем правы, наращивая короткие позиции. Но завтра мы увидим, кто здесь в большей степени прав. Исходя из того, как будет осуществляться завтра динамика торгов по нефти, и, соответственно, уже будет ясно, кто здесь ошибается, а кто стоит в правильном направлении. И касательно других данных по позициям американских трейдеров, это в частности SOT SFTC по рублю, что мы здесь видим? 20 марта американских трейдеров из лонгов рубля просто сдуло. Вместо 28 тысяч стало 4 тысячи. То есть значительная разгрузка рублевых позиций лонговых произошла. Если SOT анализирует, то где-то с декабря 2019 года планомерно шло такое снижение, которое сейчас привело к значительной разгрузке позиций. То есть получается, на текущий момент американские трейдеры активно вышли из рубля. Это связано с текущей ситуацией, ценами на нефть, выходами с российского рынка,
а также с тем, что идут массовые маржин-колы, распродажа активов любых с целью получения кэша и закрытия позиций и оплаты маржин-колов. Ну, как бы вот это на самом деле достаточно тревожный сигнал по рублю. Это говорит о том, что даже если на следующей неделе на новой будет отскок по росту рубля против доллара и евро, вот такой резкий скачок, это говорит о том, что к рублю доверие очень существенно утрачено. То есть для восстановления доверия нужны будут какие-то очень весомые аргументы, например, возврат цены на нефть в диапазон 40, 45, 50. Поскольку такие моменты на горизонте не маячат, скорее всего, мы увидим в ближайшее время дальнейшее ослабление курса рубля. Но, разумеется, это, скорее всего, будет с какими-то отскоками. Если нефть отрастет на грядущей неделе, то мы увидим укрепление рубля до, возможно, даже 70-69 рублей. Если будет рост до 35-37, если рост будет до 31-32, то укрепление возможно до 71-72 рубля за доллар. Но по моей оценке это так. Вот. Ну а дальше вы видите сами, что негативный тренд, девальвация – это способ, скажем так, выстаивания в непростой ситуации, используя ресурсы населения. Наше государство, оно по такому пути практически всегда ходило. Вот. И поэтому, наверное, в ближайшее время мы увидим продолжение ослабления рубля. Конечно, в силу того, что нефть может сейчас отскочить, и в силу событий, которые запланированы на конец апреля, наверняка рубль хотя бы к 72-73 еще спустят за доллар. Ну а дальше, я думаю, маячит покорение старой вершины 86 и, возможно, более высокие значения. Это то, что касается рубль-доллар. Так, ну и касательно нашего дорогого рубля. Смотрите, вот в 2016 году были шортовые позиции у американских трейдеров в конце 2015 года, которые после пробоя в январе 2016 года привели к росту курса рубля, набору лонгов. Если мы посмотрим график, то мы увидим, что здесь вот этот вот пик, который был достигнут, вот здесь показывает декабрь 2015, вот у Финама глюки иногда бывают, так что на самом деле это январь 2016. Вот здесь было достигнуто максимальное значение 86. При этом, если посмотрим на объемы они росли, но они были меньше тех объемов, которые до этого были при укреплении рубля. Видите, вот эти красные столбики. То есть это говорит о том, что это было движение на излете. То есть вот здесь это движение, оно либо было запланировано, либо в него никто не верил. То есть это технически позиции закрывали. Или какая-то была краткосрочная реакция на снижение цены на нефть на фоне борьбы со сланцевиками саудитов. Что мы видим здесь? Здесь идет планомерный рост позиций, то есть здесь идет развитие волны роста. Здесь рост, он сопровождается значительным ростом объемов, которые больше, чем до этого были на снижении. То есть вот этот рост, он более опасен, чем тот рост, который наблюдался в 2015-2016 году. Поэтому здесь вот эта волна, она вполне, судя опять же по объему, может привести к пробою 86 и дальнейшему движению вверх, то есть ослаблению рубля против доллара. Ну и уровни, до которых будет происходить это ослабление, расписаны в телеграм-канале, можете посмотреть, я там приводил. Далее, возвращаясь к сотам SFTC, что примечательно, по S&P произошло увеличение лонговых позиций. То есть получается, американские трейдеры делают ставку на то, что в начале новой недели будет отскок вверх по американскому индексу S&P. Но по NASDAQ там ситуация немножко другая. Там снижение позиций произошло, но с NASDAQ там несколько более сложная картина. Там говорят, что все роботы, они рубятся на NASDAQ и на нефти. Так, что касается металлов. Вот у нас по серебру произошло небольшое снижение лонговых позиций.
Но с моей точки зрения ситуация по серебру, она связана с тем, что пока еще не закончились маржин-коллы, как только будет какая-то стабилизация ситуации, то мы наиболее вероятно увидим рост по серебру, и по нему как раз вот отскок может быть достаточно сильный. Пока как бы на начало недели технически там картина рисуется, по-моему, все-таки разворот, но тем не менее сота указывает на то, что в первой половине недели, скорее всего, будет либо проторговка, консолидация или какое-то снижение. Так, ну и по золоту произошло снижение лонговых позиций, причем как бы процентов на 10, даже больше, чем на 10%. Но если ориентироваться на график SOT SFTC по золоту, то мы здесь видим, что были достигнуты максимальные значения не так давно, и после этого пошло корректирующее движение вниз. Обычно, когда такие пики достигаются, то это приводит к тому, что потом развивается корректирующее движение вниз. Но на самом деле для золота тут есть демаркационная линия, это первая 1440, если закрепляется ниже, развивается движение на 1382. И пробитие 1382 и закрепление говорит о том, что по золоту, скорее всего, пошел обвал, оно будет двигаться вниз. Сейчас, как бы исходя из текущего снижение позиции, это больше похоже на реакцию золота, на то, что пошли маржин-коллы, идет разгрузка позиций. Но вот новая неделя, она даст больше ясности относительно того, в каком направлении будет движение. Если будет продолжаться снижение, то, скорее всего, это уже излет и корректировка золота вниз. Вот. Но для этого надо убедиться, чтобы оно закрепилось ниже 1440 и исходило на 1382. Если оно сейчас начнет отскакивать от 1440 и идти вверх, то, скорее всего, по факту более или менее стабилизации ситуации с маржин-коллами мы увидим отскок вверх по золоту в течение месяца. И, возможно, даже тестирование 1900. Так, вот что примечательно. По иене-доллар произошло очень существенное изменение. От шортов перешли к лонгам. То есть это говорит о том, что, наверное, на этой неделе увидим существенное движение в паре иена-доллар. Но помимо Форекса есть еще и фьючерс на ММВБ. Он, конечно, не очень ликвидный по иене. Так, ну вот данные по евро-доллару. Что здесь интересного? Ну смотрите, вот если рассматривать новейшую историю там, с 2014 года, то вот предыдущее снижение евро к доллару началось где-то в апреле-мае 2014 года, вот здесь вот. И на графике SOT SFTC это соответствует вот этому значению. Видите, здесь где-то в апреле, в мае сначала был небольшой задерг, и потом, соответственно, все это дело оно упало в мае 2014 года. И здесь евро начало падать к доллару по факту снижения лонгов вот этих SOT SFTC. И вот мы это наблюдаем на графике, вот пошло вот это вот снижение. Потом начался рост в мае 2017 года. Ну и вот, соответственно, SOT SFTC, конец 2016 года, идет снижение шортов по евро. И в апреле-мае 2017 года пересечение нулевой линии и рост. Ну и на графике намечено, вот мы видим, здесь такой же рост аналогичный и пошел. Так, далее было снижение, оно было в августе 2018 года. Но на самом деле падеж пошел уже где-то с апреля, с максимальных значений, достигнутых в течение года. Уже как бы здесь пошло снижение, которое привело к шортам к сентябрю 2018 года. Ну и на графике мы видим, что вот с максимальных значений SOT SFTC, вот здесь апрель-май пошло снижение. И когда пришли вот в эту точку, где сентябрь 2018 года, оно пошло сильнее, здесь, соответственно, появились шорты. Вот, пошло наращивание шортов по евро. То есть в евро перестали верить. А сейчас, на текущей, на новой неделе, видите, мы видим, что резко по евро перешли в лонги. То есть здесь произошел резкий пробой вверх, набрали лонгов по евро. И с учетом того, что здесь отработали вот эту вот сильную цель, которая была на 1,0698, это может послужить основанием для разворота здесь.
и сильного движения евро вплоть до 1,23, вот сюда вот. Опять же, это произойдет в том случае, если не будет движения вниз, пробоя значения 1,05. Вот если 1,05 будет пробито, высока вероятность того, что вот это движение вверх, которое отсюда вполне может быть, судя по соотнесению данных, оно не состоится. Дальше пойдет тестирование 1,0339 и по факту пробития, скорее всего, уйдет на паритет и дальше цель 0,94. Но пока с учетом вот этой формации всей, то есть данные SOT SFTC, что они резко в лонги вышли, месячный график консолидация на сильном уровне, недельный график пока пикирующий, но дневной график, смотрите, здесь какой просто красивейший отскок нарисовал. Требуется еще подтверждение. Здесь большая белая, ну или зеленая свеча. И прямо отсюда будет старт движения на 1,1133. Вот. Но помним о пробитии вот этого минимального значения локального 1,0630. Ну не 6,36, а 1,630. Вот если оно будет на растущем объеме, здесь закрепление, тогда вот вся эта ракета, которая здесь народилась, она превратится в асфальт и потом в шахту. Поэтому надо помнить о том, что всегда есть альтернативные сценарии, но текущая ситуация указывает на то, что весьма вероятен рывок вверх по евро сейчас. Спасибо за внимание. Всего самого лучшего. Напоминаю, что всю оперативную информацию можно получать помимо YouTube из моего телеграм-канала, где я стараюсь по мере возможности выкладывать и свои идеи, и обсуждение новостей, и если успеваю, сделки и комментарии по ним. Так что, чтобы быть онлайн, это как обоюдоострый меч, Telegram и YouTube. Все, спасибо за внимание, до свидания.